Олег очень спешил. У него была важная встреча с инвесторами, от которой зависел крупный проект, над которым он работал несколько последних месяцев. Если встреча сорвется, проект мог провалиться. После смерти жены работа стала для Олега единственным смыслом. Только там он мог забыть о боли и пустоте, которые его преследовали. Вдруг он услышал тонкий детский голос: «Дяденька, вам случайно ребенок не нужен?» Олег резко остановился, чуть не столкнувшись с пожилым мужчиной. Нахмурившись, он обернулся. У обочины, прижавшись к стене от холодного ветра, стоял мальчик. Худой, с большими испуганными глазами и грязным лицом. Ему было лет 7, не больше. В руках он держал младенца, завернутого в старое тонкое одеяло, совсем не по погоде. Мальчик смотрел на Олега с отчаянной надеждой. Этот взгляд пробил ту стену равнодушия, которую Олег годами строил вокруг себя. Что-то в этом взгляде напомнило ему о прошлом, но он отогнал воспоминания. «Что ты сказал?» — переспросил он, стараясь говорить твердо. Он не любил, когда его отвлекали. «Я спрашиваю, может, вам Маша нужна?» Запинаясь, повторил мальчик. Он крепче прижал младенца, будто боялся, что Олег сразу отнимет девочку. «Она хочет есть, а у нас ничего нет», — добавил он, опустив глаза. Олег оглядел их. Мальчик был одет в рваную куртку не по размеру и старые ботинки. Лицо в грязи, волосы спутаны. Девочка, которую он назвал Машей, тихо посапывала, но было видно, что она измучена. «А где твои родители?» — спросил Олег, чувствуя растущее раздражение. Он спешил, а эта ситуация сбивала его с пути. Мальчик опустил глаза. Мама ушла», — еле слышно пробормотал он, сказала, что скоро вернется. Но ее уже нет 4 дня. Олег представил, через что пришлось пройти этим детям. 7-летний мальчик с грудным ребенком на руках, один в огромном равнодушном городе. «И что ты делал все это время?» — спросил Олег, с трудом сдерживая эмоции. «Ждал», — ответил мальчик. В его голосе было столько безнадежности, что Олегу стало не по себе. Ждал, что мама вернется. Но Маша плачет. Ей надо есть. Олег снова посмотрел на младенца. Беззащитное крошечное существо, которое полностью зависело от этого измученного мальчика. А теперь и от него. Ведь они обратились за помощью именно к нему. «Как тебя зовут?» — мягко спросил Олег. «Саша», — ответил мальчик. «Саша, послушай», — начал Олег, — «я сейчас очень спешу. Но я могу купить вам поесть и, может быть, вызвать полицию. Они помогут найти твою маму». «Не надо полицию», — прошептал Саша, — «они заберут Машу в приют». «А я не хочу в приют». Олег нахмурился. Он знал, что такое приют. Сам провел там несколько лет в детстве, пока его не забрал дядя. Воспоминания были тяжелыми. «Хорошо», — сказал он, — «тогда я куплю вам еды, а потом вместе что-нибудь придумаем». Он отвел Сашу и Машу в ближайшую кофейню, купил им теплые булочки, детское питание, молоко и фрукты. Саша жадно набросился на еду, а Маша, причмокивая, выпила всю бутылочку. Олег смотрел на них и чувствовал странное волнение. С одной стороны, он знал, ему нужно ехать, встречи не ждут. С другой, он не мог оставить этих детей. Он не привык вмешиваться в чужие жизни. После трагедии он держался ото всех подальше. Привязываться к кому-то — это риск. А он не хотел больше терять. Но, глядя на Сашу и Машу, понимал, пройти мимо невозможно. «Саша», — сказал он, — «у меня очень важная встреча. Но я не могу просто вас бросить». Мальчик испуганно посмотрел на него. «Вы нас не оставите?» — тихо спросил он. «Нет», — ответил Олег. «Я что-нибудь придумаю». Он достал телефон и позвонил своему помощнику, отменив все встречи на сегодня и на завтра тоже. «Да, срочно».
Он посмотрел на Сашу. Этот маленький мальчик, уже такой взрослый, будто передал ему какую-то невидимую ответственность. «Саша, мама не говорила, куда пошла?» — спросил Олег. «Не знаю», — пожал плечами тот, отведя взгляд. Олег все же вызвал полицию. Объяснил ситуацию, назвал адрес. Ожидание казалось бесконечным. Саша все смотрел на него, будто боялся, что Олег исчезнет. Чтобы разрядить обстановку, Олег включил на телефоне мультики. Саша немного успокоился. Маша спала, прижавшись к нему. Наконец приехали двое полицейских. Формальные вопросы, сухие протоколы. «Где мать?» — спросил один из них, глядя на Сашу свысока. «Не знаю», — повторил тот. «Он, правда, не знает», — вмешался Олег. Он сказал, что они жили на улице. Полицейские переглянулись. Детей нужно отвезти в отдел. Там будет решаться вопрос об опеке. Саша судорожно вцепился в руку Олега. «Пожалуйста, не отдавайте нас в приют». Олег сжал губы. Он не мог этого допустить. «Есть другой способ?» — спросил он. «Временно можно в больницу. Или вы можете оформить опеку. Но это непросто». Олег посмотрел на Сашу, на его испуганные глаза, на спящую Машу. «Я согласен», — твердо сказал он. В участке было шумно. Олег позвонил своей знакомой Анне, социальному работнику. Она обещала приехать. После долгого ожидания и множества подписей Олег получил документы на временную опеку. Саша облегченно выдохнул и прошептал: «Спасибо». Квартира Олега была просторной, с большими окнами. Саша с интересом рассматривал все вокруг, ему казалось, что он попал в сказку. Олег купил детям одежду, еду, игрушки. Сначала Саша был скованным, но постепенно раскрывался. Когда Маша заплакала, Олег растерялся. Но Саша уверенно взял сестру на руки и запел ей песенку. Девочка почти сразу успокоилась. Олег был поражен. Постепенно он сам начал меняться. Читал детям сказки, водил их гулять, играл с ними. Саша из напуганного мальчика превратился в живого, открытого ребенка. А Маша стала улыбчивым младенцем. Однажды Анна позвонила: «Олег, мы нашли их мать. Сейчас она в клинике на лечении. Наркомания, тяжелая жизнь. Вернуться к детям пока не может. Возможно, ее лишат родительских прав». Олег сжал кулаки. «Какие есть варианты? Вы можете оформить постоянную опеку. Или усыновить». Вечером он застал Сашу за рисованием. Тот нарисовал, как они втроем гуляют по набережной. «А что с нами будет?» — тихо спросил мальчик. «Не знаю», — честно ответил Олег. «Но я сделаю все, чтобы вам было хорошо». На следующее утро он позвонил Анне: «Я подаю на усыновление». Это было непросто. Документы, проверки, комиссии. Но он не отступал. Прошли месяцы. Олег стал официальным отцом Саши и Маши. У детей появилась няня, игрушки, забота. Олег стал другим человеком. Он смеялся, волновался, учился быть отцом. И однажды вечером, укладывая Сашу спать, услышал: «Спасибо, папа». Слезы потекли по его щекам. «Спокойной ночи, сынок», — прошептал он. «Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.